Здравствуйте! За окном Нижняя Саксония, а мы продолжаем знакомиться с замком Мариенбург. Начало экскурсии можете посмотреть по ссылочке вверху или же в описании под видео. Замок Мариенбург до сих пор поддерживается в первоначальном состоянии, и он одно из наиболее ценных неоготических строений в Германии. И недаром замок Мариенбург называют «жемчужиной Германии». В помещениях замка, вот мы сейчас видели и в прошлом видео видели, хранятся художественные исторические ценности, очень много картин, посуды, предметов старины. И вот полностью обставленные жилые помещения последней ганноверской королевской четы дают полное представление о княжеской жизни середины XIX века. Вот эта комната, помимо того, что здесь великолепный белоснежный камин, украшена по контуру тарелками, которые мне очень понравились. И опять же картины. Вот. А сейчас мы оказались в библиотеке. Библиотека королевы – это настоящий шедевр. Посмотрите, какой великолепный сводчатый потолок. Купол. Библиотека в плане круглой формы, и находится она в юго-западной башне. Помимо того, что здесь расписные потолки, здесь сводчатые окна, камин и резные книжные шкафы, резные книжные стеллажи, конечно же, с книгами. Вот такая богатая и большая библиотека. По этой библиотеке мы сделали несколько кругов, и скажу вам честно, каждый раз что-то замечали новое, интересное. Вот между книжными шкафами видим вот сейчас книжные стеллажи. Здесь находится между ними стул. Скорее всего, что можно было посидеть, почитать, полистать книгу. И здесь мы еще в библиотеке видим бюст Лейбницу. Лейбниц – это немецкий философ, математик, механик, физик, историк, дипломат. Этот список еще можно продолжать и продолжать. И он являлся основателем и первым президентом Берлинской академии наук. А мы еще все идем по библиотеке, любуемся резьбой по дереву, сводчатыми окнами. И вот элемент потолка. Декор очень красивый. Библиотека обладает какой-то притягательной силой. Мы вот сколько раз обошли уже по этому помещению, и не поверите, просто не хотелось даже уходить. А сейчас перед нами гостиная принцесс. Это и следующие комнаты за стеклами предназначались для принцесс, для Фредерики и Марии. Вот стекло, вход воспрещен, но можно посмотреть, как эти комнаты обставлены. Видно, что шторы расшторены, но окно ставнями закрыто. И еще мы видим на заднем плане шкаф. Этот шкаф очень красиво украшен вышивкой бисером и перламутровой инкрустацией. Это был праздничный подарок принцессам. И вот мы видим сейчас винтовую спиральную лестницу. Вот не могу со стопроцентной точностью сказать, это лестница или не эта лестница, но в замке Мариенбург есть спиральная лестница, ведущая в небо. Секрет лестницы в том, что она ведет в никуда. И если посмотреть наверх, то через стеклянную крышу будет видно небо. А здесь мы видим все еще украшения рождественские, праздничные. И в окно видим внутренний дворик замка Мариенбург. Но мы еще не все комнаты обошли.
Этот сказочный дворец Мариенбург известен также как замок спящей красавицы. Здесь есть салон принцесс, вот, в который мы пришли. Этот салон был устроен для 2 дочерей королевской четы. Эклер салона украшен росписями по мотивам сказки о спящей красавице. Роспись потолка и стен в салоне принцесс по-прежнему оригинальны. Ореховая мебель тоже оригинальна. Вот паркетный пол не сохранился. После Второй мировой войны здесь были беженцы, и пол сильно пострадал. На выходе из салона принцесс снова мы видим елки. И не одну, а целых 3. И хочу вам сказать, что замок Мариенбург – это было первое место, где сразу в одном месте мы увидели, не ошибусь, если скажу, больше 20 елок. Больше 20 елок, не считая вот этих елок, которые украшают внутренний двор Мариенбурга. И такие красивые елки, все разные, но одинаково роскошные и одинаково великолепные. А еще, находясь в самом замке, мы слышали звуки музыки, и в одной из галерей видели, что во внутреннем дворике начинается театрализованное представление. И вот, пожалуйста, мы любуемся этим представлением. Как оказалось, одной волшебницы в бело-красном платье мало. Тут еще артисты. И это выступление с большим интересом и удовольствием смотрели как дети, так и взрослые. За наше пребывание в замке мы были больше 2 часов. Вот это представление началось уже 2-й раз. А на следующий день после нас в замке Мариенбург были наши хорошие знакомые и сказали, что у них такого театрализованного представления не было, а было световое шоу, тоже красивое и оригинальное. Вот эта фея в белом платье, она подходила к детям, чем-то их одаривала, может быть, конфетами, всем посылала воздушные поцелуи. И еще при этом пускала мыльные пузыри. В общем, все получили удовольствие. И вот показываем внутренний дворик. Уже зажглась Вифлеемская звезда, подсветка. Елочки мерцают, блистают. Это моя группа поддержки. Вот. И не хочется уходить из этого замка. Просто здесь все располагает к хорошему настроению. Атмосфера здесь праздничная, работает карусель, мерцают елки, подсветки становятся все больше и больше, и она еще меняется, тоже интересно. А поскольку мы здесь уже больше 2 часов, честно скажу вам, устали и решили перекусить. Время праздничное, рождественское, и мы решили устроить себе праздничный перекус. Взяли из дома кофе, бутерброды, и вот минут на 15-20 решили присесть и немножко передохнуть. И не только мы. Вот прям видно, что подсветки становятся все больше и больше. По-прежнему погода такая хмурая, пасмурная. Когда мы смотрели представление, театрализованное представление, было даже холодно, ветер даже был такой сильный, но ничто не омрачило нашего настроения. Все очень понравилось. Решила приблизить одну из крыш дворца. Уж больно она мне понравилась. Окно круглое и наверху крест. Нам замок очень понравился, получили огромное удовольствие. Очень понравился замок. Вот такой вот он красивый, вечерние подсветки изнутри. А здесь мы уже вышли из замка и решили обойти замок вокруг.
Видно, что и в парке подсветки уже прибавилось розово-голубых тонах. И решили этот замок обойти. Вот сейчас мы идем, если смотреть на замок, по левую сторону захотели спуститься, потому что видели, как люди оттуда возвращались. Сейчас узнаем, можно с этой стороны обойти его или нет. Вот такая зима в рождественские праздники. Увидели мощную подпорную стену в мху, в плюще, и поняли, что с этой стороны замок нам не обойти, потому что здесь есть вот такая ступенька, если так можно сказать, перепад где-то 2 метра, если не больше. Вот видно земли Нижней Саксонии, и решили обойти с другой стороны. С другой стороны такие же большие подпорные стены. Внизу, далеко внизу виден город. Я уже говорила в первом видео в начале, что этот холм высотой 135 метров. Поэтому этот прекрасный сказочный замок Мариенбург видно издалека. Ну и с этой стороны мы тоже его не обошли. И вот еще маленький красивый кусочек видео внутреннего двора. Совсем уже стемнело, и вот таким он еще более сказочным, еще более фантастическим, еще более великолепным этот замок предстал перед нами изнутри. Вот уже стемнело, замок работал, по-моему, до 5 часов вечера, и люди еще шли и шли в замок. И скажу, здесь столько много маленьких детей было именно. Вот такая красота очаровала всех, и маленьких туристов, и нас, взрослых людей. Под елкой еще подарков много-много. И очень красивый Мариенбург снаружи с подсветкой. Всем, кто с нами путешествовал по замку Мариенбург, говорю спасибо, всего доброго, пока!